Добрый день, друзья! Вот и наступила весна. И первый весенний праздник – это 8 марта. С наступающим вас праздником! И очень-очень многим подарят орхидеи. У кого-то это будет первый цветок, у кого-то нет. Но, как вы знаете, выбирают орхидеи обычно мужчины. И это не так, как мы сделаем с вами. Это не обязательно смотрятся корни, а просто красивый цветок. А кто-то купит его сам. Но если сам, то, конечно, выберет. Но опять, не все знают, как выбирать орхидеи. Я вам оставлю ссылочки в правом верхнем углу экрана, как выбрать орхидею, если вы еще не выбрали ее, и что сделать в первую очередь с орхидеей, когда вы ее купили. Потому что видео такие у меня есть, и повторяться не хотелось бы. Но зная, что как только у нас появляется новая орхидея, у нас прямо руки чешутся что-нибудь с ней сделать. То ли ее полить, то ли ее чем-то опрыскать, то ли ей чем-то помочь подержать долго цветочки. Ну, в общем-то, я уже получаю много вопросов. Появилась у меня орхидея, и как же, что же мне сразу вот с ней сделать? Прямо так хочется. Ну, как я уже сказала, руки чешутся. Стоят перед вами две орхидеи. Хотела сначала вам показать одну, вот эту. Она уже доцветает, это пурпурный дождь. Но решила, что покажу вам сразу две, потому что эти две орхидеи я вам уже тоже показывала, когда я их купила. Причем тоже две одновременно. Это было в начале декабря. Я для чего это вам их показываю? Для того, чтобы вы поняли, эти были орхидеи, куплены 3 месяца назад. Вот эту мы сейчас с вами пересадим. А эту я просто покажу, какой у нее прогресс идет. Эту я вам уже ее не раз показывала, поэтому эту не будем пересаживать пока. Для чего я это говорю? Что да, нам хочется то ли пересадить сразу орхидею после того, как подарили, купили, то ли ее чем-то полить, вот, а вдруг ее надо опрыскать там эпином, цирконом, а орхидея у нас цветущая. И на примере этих двух орхидей я вам хочу сказать, после покупки, кроме того, что я протираю листики и поливаю по краю горшка, я 3 месяца с этими орхидеями ничего не делала. Причем стояли они у меня полки помещаются в 2 ряда цветочки, и вот этот цветок стоял во 2-м ряду. И каждый раз снимать с полки орхидеи я не могу. Поэтому я, когда проливаю по краю горшка, я чаще всего проливаю вот эту одну сторону, и очень редко попадаю на ту. Ну, пытаюсь попасть, но не всегда попадаю. И когда я вам первый раз эту орхидею показывала, я вам говорила, у нее есть в горшке гнилые корни. Вот когда вы получаете орхидею и видите гнилой корень, сразу начинается паника. Нужно разобрать орхидею, нужно пересадить, нужно помочь чем-то корням. Смотрим, 3 месяца орхидеи, гнилой корень был. Смотрим, что она нарастила. Вот эти корни, это за 3 месяца нарощенные. Эти корни тоже. А теперь просто показываю горшочек. Посмотрите. Не снимаю поддончик, потому что сейчас покажу, что и в поддончике. И вот он, гнилой корень. Он как был, так и остался. Он не помешал жизни орхидеи никак. Орхидея прекрасно продолжала расти. Все эти 3 месяца она цвела. Вот только недавно начала сбрасывать цветы и засушивать цветоносы. И когда я сегодня ее сняла с полки, хотела посмотреть, что там внизу горшочка, как вам это показывать, и поняла, что у нее так корни выросли внутри горшка, что этот корень прирос к поддончику. Корни зеленые и влажные, потому что я их именно вчера поливала. И опять же я не доставала орхидеи. Что я сейчас еще хочу сделать? Я хочу просто в поддончик налить немножко водички. И аккуратненько не
знаю, наверное, не получится совсем его отрывать, конечно, не хотелось бы, но оторвался. Наверное, я когда первый раз смотрела, я его сильно все-таки дернула. Вот такие корни еще есть в горшочке. То есть вылезли уже из горшка. Вот эту орхидейку мы с вами пересадим. Ну, потеряли один корешок. Это не страшно, для орхидеи у нее много и здесь в горшке, и здесь очень большое количество корней. Вот когда мы делаем пересадку через 3 месяца, вот тогда мы все уберем эти гнилые корни. Так, а эту орхидею, у нее тоже есть прогресс, я вам ее показывала, и не пересаживаю я ее сейчас только потому, что у нее начала расти маленькая детка, но она уже не маленькая, она уже подросла, у нее растет листик, корешочки тоже проросли уже через горшочек, ну и в горшке есть хорошие корни. Часто спрашиваете, такой у меня там влагоемкий субстрат, прямо какая-то, даже не кора, а торф, смешанный с кокосовыми чипсами, с кокосовым волокном. Ну ничего страшного, если будете просушивать хорошо этот грунт, орхидея тоже будет растить корни. Но у меня сейчас они все зеленые, вчера поливала, поэтому они кажутся очень мокрыми. Да, горшок после полива, горшок тяжелый. И просыхает примерно дней 10. Так что я такие орхидеи в старых горшочках, в покупных, поливаю примерно раз в 10-12 дней. Потому что есть там торфяной стакан, есть он, никуда от него не денешься. Я не вытаскиваю торфяные стаканы. Даже если его нет, ничего страшного. Наверняка там он есть, не видно. Но наверняка есть. Для того, чтобы, если там есть торфяной стакан, все это просохло, вот я и даю просушку 10-12 дней. Поэтому корни растут прекрасно. Детка пока маленькая, подождем, пока детка подрастет, чтобы можно было пересадить. Вряд ли я ее буду отделять, я ее посажу вместе с мамой. Еще вопросы. Скрученный листик. Скрученный листик — это от того, что ее поливали гормонами. Про гормоны я вам тоже рассказывала. Все ссылочки будут в правом верхнем углу экрана и в описании под видео. Обязательно это все будет. Так что эту орхидейку мы отставляем. А эту орхидею мы сейчас разберем и пересадим. Все, корень я и оторвала. Постараемся спасти остальные корешки. Я никогда не сажаю в эти же горшки. Да, кстати, это орхидея «Пурпурный дождь». Вот на горшке здесь было это все написано. Я не пользуюсь этими горшками, поэтому я их разрезаю. Сейчас вырежу название. И сейчас вам видно, сколько было гнилых в горшке корней. Вот они показались. Вот теперь вам видно и понятно, какие же гнилые корни были у орхидеи. Поэтому не надо впадать в панику, когда у орхидеи там 1-2 гнилых корешка. Если вдруг в горшке все вот такие корни, то только в том случае, вот в этом случае я пересаживаю орхидею. В остальных случаях я не трогаю. Даю ей пожить в этом горшочке покупном. Вот это получилось 3 месяца. Иногда бывает 4 и 5 месяцев. По-разному орхидеи себя ведут, орхидеи все разные. Так, здесь тоже корешок прилип прямо к стаканчику, к горшочку к этому. Мы его сейчас вот так аккуратненько уберем.
внутри тоже надрезаю весь горшок. Так, этот корешок вышел, ну, а тот мы корешок сломали. Но все равно для того, чтобы его вытащить, придется здесь тоже все подрезать. Убрали горшок. В видео будет все полностью показано. Буквально эта минута проходит, как я вырезаю горшок. И тот корень, который я сломала, я обрабатываю перекисью водорода обязательно. Даже после этого я все равно пойду помою корни, но на всякий случай защитим. И теперь освобождаем орхидею от этого старого мокрого грунта. Но так как я вчера поливала, здесь будет много влаги, здесь будет все по суше. Смотрим, есть ли там торфяной стакан. Торфяной стакан, конечно же, есть. Аккуратно вынимаем, потому что маленькие корешки, которые раскуклились и начали расти. Раскукленный — это растущий корень. Сейчас покажу. Вот он, молодой растущий корень, у которого вот такое ярко-зеленое окончание. Вот это он растет. Так. Торфяной стакан убираем. И вот что я вам хочу сказать еще раз про торфяной стакан. Вчера поливала. Торфяной стакан влажненький немножко. Но так как я хорошо просушиваю орхидеи, там, где был торфяной стакан, гнилых корней не наблюдается. Да, они там старенькие, потому что это те корешки, с которыми орхидея была посажена в этот торфяной стакан. Да, они старые, но гнилых нет. Гнилые, вот они все снаружи остались. Так, все убираем. Так что не надо сразу стараться из орхидеи вытащить этот торфяной стакан. Не мешает он жизни орхидеи. Это не самое страшное, что может быть с орхидеей, этот торфяной стакан. Так, ну больше не буду убирать. Просто давайте посмотрим, с какими же гнилыми корнями она жила. И давайте их сразу обрежем и увидим, сколько же у нее было этих гнилых корешков. Все стараемся. Сейчас мы вырезаем только все видимые гнилые корни.
Ну что, видимых корней казалось, что их много, а оказалось-то всего чуть-чуть. И вот с этими гнилыми корнями орхидея прекрасно нарастила корни. Вот пошли от старых толстых корней корешки. Вот эти сейчас промою, еще уберем эти корни. В горшке даже от желтеньких вот таких корней все раскуклилось. Ну, вот этот можно тоже убрать. Так. Так. Ну вот все неплохо. Все не так плохо, как казалось. Я иду промывать орхидею. Я промыла корешки орхидеи. Я вам показывала, как я промываю под краном, как я промываю орхидеи, корни орхидей в тазике. Все эти ссылочки будут под видео в описании и будут обязательно в правом верхнем углу. Но в правом верхнем углу я могу поставить только 5 ссылок, поэтому если что-то не будет помещаться, обязательно будет под видео. Хочу вам показать вот этот поддончик, где я сломала корень. Вы знаете, он так прирос, что я... Понятно, почему я его сломала. Он очень сильно прирос, но понравился ему этот пластиковый горшочек, поэтому невозможно его было не оторвать. Ну, так получилось. Давайте смотреть, что же с нашей орхидеей. Сейчас появятся еще корешочки, которые можно убрать. Теперь нам будет это видно хорошо. Еще сухие корни желтые. Даже овод дорезать не будем. Но если где-то дорежем, обязательно нужно обработать перекисью водорода. Просто капелькой. Я стараюсь не трогать руками вот такие корни. Я только прощупываю те корни, которые вызывают у меня какое-то подозрение. А вот корни из торфяного стакана. Да, они желтые, иногда бывают вот такие белые. Потому что растут в темноте. Вот он корень из торфяного стакана, длинный вырос. Здесь у него молодой корень и здесь на конце молодой корень. Так что торфяной стакан не нужно убирать сразу, ковыряться там в орхидее. Что сейчас при посадке я уберу? Листик она и тот, и другой желтит правильно. Для того, чтобы посадить вот эти корешочки, эти листики у нас уйдут в грунт, и они будут там мешать. Они будут сразу пропадать там. Поэтому мы их безболезненно для орхидеи снимаем, разрываем в разные стороны и снимаем. Один. Точно так же второй. Они очень хорошо снимаются. Постараться не повредить корни и аккуратно их снять. Хочу вам показать. Вот смотрите, пока я крутила орхидею, я надломила корень. И сразу отрезать этот корень не нужно. Орхидея умеет залечивать такие трещинки. Просто оставить его в покое, и орхидея сама залечит этот корешок. Ну, на всякий случай, раз здесь уже появился у нас слом, опять же можно в эту небольшую ранку капнуть чуть-чуть перекиси водорода. И вот здесь еще небольшая трещинка во втором корешке. Вот так обработаем их. И корни прекрасно продолжат расти дальше. Все, больше ничего здесь я убирать не буду. У орхидеи было 2 цветоноса. Оба цветоноса она засушивает. Этот сильно уже засушила. Здесь тоже сбрасывает цветы и засушивает цветонос. Поэтому я убираю сразу, отрезаю оба цветоноса.
Оставлять их нет никакого смысла, раз она начала и этот большой сушить цветонос, значит, она его засушит. Можно, конечно, вот этот не отрезать, дать ей забрать питательные вещества из этого цветоносика. Но так как я ее буквально через неделю или 10 дней начну поливать с азотным удобрением, я сразу отрезала 2 цветоноса. Теперь будем сажать. Двойной горшок, как всегда. На этих горшках не написано, сколько литров, но по опыту примерно 2,2 литра эти горшочки. Так. Вот так можно посадить орхидею. Или, если хочется посадить поглубже, можно немножко там, против часовой стрелки или по часовой стрелке закрутить корни орхидеи в горшке. И тогда орхидея сядет немножко глубже. И вот эти корни, вот эти корешки, у нас окажутся в посадке, в грунте. Ну, в керамзите на данный момент. Увидела еще один кончик корешка, черненький. Сейчас я его просто отрежу и опять заправлю в горшочек. Так, этот керамзит у меня промыт давно, и он не влажный. Так. Но корни мокрые, потому что только что промыты. Просто засыпаю керамзит. Я не просто обратила ваше внимание, что керамзит у меня был сухой. Поливать я эту орхидею буду только после просушки корней. Корни в горшочке хорошо видны. Просто когда я сажаю во влажный керамзит, получается полив где-то через 5 дней. А здесь может получиться и через 2 дня. Просто нужно понаблюдать, потому что сухой керамзит, он все равно постарается тоже забрать влагу из корней. Ну, система сбалансированная, это отдельно взятая сбалансированная система будет, поэтому они будут уже работать вместе. Корни, керамзит, отдавать друг другу влагу. Когда керамзит влажный, отдает корням, когда корни влажные, отдают керамзиту. Ну, это такой баланс в природе. Зачем я вам все это рассказывала и показывала? Я знаю, что очень многие хотят получить в подарок орхидею. Но очень много потом пишут, что я ее так хотела, так любила, что аж залюбила. Что же важно сделать, когда вам подарили орхидею, или вы ее сами купили себе первую. Ну, в общем, вы получили первую свою желанную орхидею. Самое главное — ее не залюбить. Самое главное — ее не заполивать. Поливать нужно только, когда просохнут корни. Не надо ее сразу пересаживать, не надо. Ей нужно сейчас обеспечить, самое главное, полив, но полив умный и редкий, и по краю горшка. Вот по краешку горшка поливать в этой же системе. Ни в коем случае не пересаживайте. Весна. У кого-то за окном уже и 10 и 15 градусов тепла, а у кого-то еще снег лежит. Ваша орхидея при доставке к вам получила очень большие стрессы. Поэтому дайте ей покой. Второе важное составляющее – это покой. Нужно обеспечить хорошее освещение. Если еще холодно на подоконниках, не ставьте ее близко к окошку. Но свет должен быть в любом случае. Если она у вас где-то стоит в глубине комнаты, ее нужно осветить каким-либо осветительным прибором. Пусть то будет настольная лампа, желательно светодиодная. Сейчас даже не обращайте внимания на
какие-то специальные фитолампы. Просто любой свет. Вот 3 важных составляющие. Свет, покой, не пересаживать. Ну, не 3, можно даже 20 этих важных составляющих сказать. Но неделю, 2, 3, вот как вы у меня видели, это прошло 3 месяца. И только после этого я пересаживаю орхидеи. Если у вас через 3 месяца не пошли в рост корни, значит, вот в этих 3 составляющих был какой-то пробел. То есть то ли вода была не такая, о воде я тоже вам уже рассказывала. И тоже будет ссылочка. Ну, очень сегодня много говорю про ссылочки, но что делать? Очень много новичков, учитесь. Потому что нельзя в одном видео рассказать и о воде, и о свете, и, ну, обо всем, короче говоря. Поэтому вот именно обращаю внимание на эти ссылки. Можно зайти на это видео и посмотреть и понять, какой же водой нужно поливать. Не хватает света. Это тоже очень важно для орхидей. Понаблюдайте внимательно, что же не хватило, что же было не так и чего не хватило орхидеи для того, чтобы раскуклить корни. Начиная с декабря у меня появилось более 20 новых орхидей. Я вам практически все их показывала, когда покупала. И вот это первая орхидея, которую я пересадила. И Абба, которую мы разобрали, потому что у нее жил в горшочке одуванчик. Остальные орхидеи все еще живут вот в таких покупных горшках. С какой-то периодичностью я буду вам показывать эти все пересадки. И у всех орхидей растут корни. И мы их безболезненно для орхидеи будем с вами пересаживать. Учиться пересаживать. Не обязательно это должен быть керамзит, но у меня это будет керамзит. Вы можете выбрать любой грунт для орхидей, с которым вам будет удобно работать, и самое главное поливать орхидеи. Делайте свои выводы, но, пожалуйста, после 8 марта не торопитесь пересадить орхидею. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.